Друзья, всем доброго времени! У нас на канале появилась орхидея отказница. Да, друзья, орхидея, от которой отказались. Вот такой красотки. Это, друзья, орхидея Кресс. Посмотрите, у нее даже промаркирован, точнее, горшочек. Видите, Кресс. Это ее магазинная цена. Вот в таком она состоянии, под номером 152, это орхидея. И выпустила новенький цветонос. Плюс на старом она, посмотрите, раскуклила две почки и готовится к цветению. Но у этой орхидеи, по мнению некоторых зрителей нашего канала, да и вообще людей, которые увлекаются орхидеями, есть большой существенный минус. Это наличие цветоноса, старого цветоноса, видите, из точки роста. И большинство, наверное, людей, новичков, которые только-только увлеклись орхидеями, считают, что наличие цветоноса из точки роста — это большой жирный крест на будущем орхидеи, что орхидеи со временем погибнет. Ну, в какой-то степени люди, считающие так, они, конечно, правы, потому что цветонос, он перекрывает точку роста, и уже из этой точки роста больше листья не будут расти. Максимум, что может произойти с этой орхидеей, это то, что либо на этом цветоносе, либо на основании этой орхидеи рано или поздно появится детка. Так уж устроены орхидеи, что они максимально борются за жизнь, за продолжение жизни и выдают деток. Вот у нас на канале, кстати, имеется немало орхидей с подобными, ну, скажем так, неприятностями. Единственный момент, что у одних орхидей это происходит очень долго. Вот, например, как у нас орхидея венецианский карнавал, Биглип, который, наверное, мы 1,5 года как минимум ждали, пока не появится у этой орхидеи детка. Цветонос у нее, видите, тоже из точки роста. Цвел, рос, цвел. И вот буквально недавно у этой орхидеи появилась детка прикорневая. Вот он, листик один, вот листик второй этой деточки. Вот ее корни, посмотрите, детки. И плюс еще и вылупился из почки нежданно-негаданно еще и продолжение цветоноса старого, который тоже цвел вот 1,5 года как минимум у этой орхидеи. Эту детку у венецианского карнавала Биглипа мы ждали, ну, наверное, минимум, говорю, 1,5 года. Чего не скажешь о другом Биглипе. Вот такой вот Биглипчик, который буквально вот пару-тройку месяцев назад мы с вами пересадили. И моментально у этого Биглипа появился Биглип, похожий на мелодию. Это новый тестовый сорт, у которого появилась сразу моментально детка. То есть даже практически и ждать не пришлось. Появилась детка, и корни растут, и будущее у этой орхидеи имеется. Как быстро появится у этой орхидеи, у Кресса, деточка, ну, пока неизвестно. Пока эта орхидеечка готовится к роскошному цветению. И цветоносик пустила, и пустила вот такие вот раскукленные почки, доращивает цветонос. Да, друзья, это орхидея под номером 152. Участвовала в розыгрыше у нас в октябре. Но от нее, от этой орхидеечки, сегодня у нас уже 22 ноября, от нее отказались. И поэтому я не знаю, вставлю ли я ее в ноябрьский розыгрыш, либо я ее вообще сниму с розыгрыша, который состоится у нас в ближайшую субботу, 26 ноября, на нашем канале в 10 часов по Москве, где мы разыграем как минимум 1,5 десятка орхидей, которые, две из которых
из этих орхидей достанутся тем, кто будет принимать участие в прямом эфире, как это мы уже несколько раз делали. Тем, кто присутствует в прямом эфире, я показываю определенное видео. Под этим видео люди пишут прямо в прямом эфире комментарий на тему видео со словами «Я участвую». И в конце прямого эфира мы проводим розыгрыш среди этих комментариев. Специальная программа в интернете в режиме онлайн сканирует все комментарии и выбирает рандомно, случайным выбором, выбирает один из комментариев, в котором присутствует словосочетание «я участвую», и этот комментарий выигрывает одну из этих 1,5 десятков орхидей, которые мы будем разыгрывать. И вот таких вот счастливчиков будет 2 человека, тех, кто выиграет по одной орхидейке. Отправка и почтовая упаковка — это все за счет нашего канала. Одно условие — это комментарий должен быть один написанный комментарий. Как вот в прошлом розыгрыше у нас в октябре участница одна выиграла Пират Пикати, вот эту вот орхидеечку цветущую Пират Пикати, но написала более одного комментария, нарушила правила. И поэтому мы в ноябре этот пиратик Пикати переигрываем. Да, мы его переиграем. Кому он достанется, мы еще не знаем. Плюс у нас еще будут разыгрываться, сегодня у нас такое видео анонсное, да, я пробегусь по всем орхидеям, которые будут разыгрываться 26 ноября, в последнюю субботу месяца. У нас на канале каждый месяц проходят розыгрыши орхидей для подписчиков и зрителей нашего канала, среди подписчиков, кто оставляет комментарии, и среди участников группы Архамания ВКонтакте, кто является доном группы. Это тот, кто поддерживает и наш канал на Ютубе, и группу Архамания ВКонтакте, тот, кто оформляет минимальную ежемесячную подписку. Итак, друзья, значит, среди 1,5 десятка орхидей у нас будут. Вот я не знаю, я оставлю крес или не оставлю, но в любом случае сегодня я озвучу 15 орхидей, которые примут участие в розыгрыше. Значит, среди них у нас, друзья, такие орхидеи, как вот он, это Горизонт, друзья, орхидея Горизонт, вот он цветет. Орхидея Амадора, вот она цветет. Значит, Экспрессия, Биглип Экспрессия, вот такой вот. Но этот вариант, значит, второй. Один у меня цветет, второй не цветет. Вот мы разыграем орхидею, которая уже отцвела. Буквально вот недавно. Плюс у нас Пират Пикати вот такой в розыгрыше в ноябре принимает участие. И далее по списку, друзья, Sunset Love в розыгрыше. Насчет, значит, креса я еще не решил. Оставлю я его до момента, пока у нас появится детка. Либо я его выставлю на продажу, хотел сказать, на розыгрыш, да, в ноябре. Ну, еще не решил, до субботы есть время, я решу. Но помимо него, вот 14 орхидей у нас примут участие в розыгрыше. Значит, Пират Пикати, Горизонт, Амадора, Экспрессия. Значит, следующие орхидеи Pink Girl Mini. Это орхидея желтый Red Lip. Орхидея Монтерей Пилорик. Это орхидея Парфюмерная фабрика. Мультифлора персиковая в фужере. Каменная роза. Орхидея Green Angel в фужере.
наша вторая орхидея с юга, которую буквально вчера или позавчера показывал в видео. Ту, что мы, та, что получила такая белая, такая пломбира цвета и с нежными розовыми такими стружками в окрасе у нее вокруг основания цветочка с центра. Обалденная орхидея. Она тоже принимает участие в розыгрыше. И у нас, значит, 14-я орхидея, это, точнее, 15-я орхидея Пират Пикати. Значит, с изменением я его буквально несколько дней назад пересадил. Пират Пикати. Вот в такой вот мерный стаканчик. Он у нас под номером 167. Вот такой вот красавчик. Он доращивает старый цветонос, который в этом году долго цвел. Вы сами видите. Вот взял ни с того ни с сего, раскуклил почку крайнюю и выпустил, вот, видите, продолжил цветоносик и раскрыл еще один вот такой. То есть этот Пират Пикати значит, с вероятностью цветения бабочкой. То есть вполне вероятно, что в следующем домашнем цветении, в новом, когда новый цветонос выпустит, он может раскрыть его бабочкой. То есть у него вот такая вот, вот такие вот гены у этой орхидеи. В общем, друзья, вот такие вот, значит, 15 орхидей. Еще раз повторюсь, пробегусь по списку. Это Sunset Love. Это Кресс с точки роста цветоносом, но не знаю, под вопросом. Если я его уберу, то мы 14 орхидей разыграем. Если я его оставлю, то 15. Но вот помимо него еще Pink Girl, мини-орхидея, Пират Пикати, Горизонт, Экспрессия, Желтый Red Lip, Амадора, Монтерей, Пилорик, Little Emperor, Маленький Император, Мультифлора персиковая в фужере, Парфюмерная фабрика ароматная, Каменная роза, Green Angel и одна из двух, уже вторая получается, орхидея с юга. Одну мы разыграли в октябрьском розыгрыше, вторую вот в ноябрьском розыгрыше. Значит, что хочу сказать, что все выигранные орхидеи тем победителям, где погода позволяет, а я буквально на днях коробки получил, утеплитель купил. Проблемы у нас в Волгограде были с коробками, об этом я рассказывал на втором нашем канале, который называется Тройняшкин Папа. Ну вот на Озоне и на Вильдберрисе купил коробочки. Теперь там, где погода позволяет, небольшой морозец, либо плюсовая, я орхидеечки отправляю потихонечку и победителям сообщаю. Там, где меня победители попросили, орхидеи будут зимовать до весны, до установления теплой погоды в марте-апреле, и тогда отправятся уже к своим победителям. Но розыгрыши мы будем продолжать ежемесячно и в ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале. И в одном из предыдущих видео я уже делал анонс орхидей, которые будут у нас в декабрьском розыгрыше. Там у нас будут и биглипы, и бабочки, и редкие другие орхидеюшки в новогоднем розыгрыше. По всей вероятности 31 декабря прям будет он у нас следующий розыгрыш после ноябрьского. Там будет у нас вообще, ну, с выносом мозга орхидеи. В общем, друзья, тем, кто еще не оформил, кстати, поддержку канала и группы Архамания ВКонтакте, не стал доном, обязательно проходите по ссылочке в описании под этим видео, становитесь доном группы Архамания ВКонтакте. Это всего лишь, друзья, 50 рублей в месяц. Это не такие большие деньги. Там минимально 50, максимально по желанию до 2000 можно установить любую подписку самостоятельную. Ну и у тех, у кого нет возможности поддерживать наш канал, но очень хочется выиграть орхидейку, принимайте участие в прямом эфире. У вас есть 2 шанса выиграть орхидеи, которые мы прям в прямом эфире разыгрываем. Ну и отдельный у нас приз, это для тех, кто у нас является
участникам беседки для донов в группе Архамания. Там мы одну полезность разыгрываем, какую-нибудь полезность для орхидей. Ну или бывает и орхидеи. Это уже отдельно для тех, кто постоянно сидит в этом чате в онлайне, где происходит круглосуточное общение архаманов. В общем, друзья, всем до встречи в следующем видео. Ну, с орхидеечками, с розыгрышем встретимся в субботу в 10 часов по Москве, 26 ноября. Всем до встречи, пока.